Компания Puma на данный момент входит в тройку самых крутых производителей спортивной одежды. Лучшие футболисты мира носят бутсы с логотипом в виде изображения дикой кошки. Команды в форме от этого немецкого бренда выигрывают мундиали, а спортсмены-олимпийцы ставят мировые рекорды в экипировке компании. Но какой путь прошла Puma за 70 лет, чтобы достичь таких результатов? С чего все начиналось? Какие решения оказывали мощное влияние на развитие компании? Прямо сейчас я об этом и расскажу. Перед вами вторая серия рубрики «История футбольных брендов». Поговорим о Пуме. Все началось в 1924 году, когда два молодых парня основали компанию с названием «Обувная фабрика братьев Даслер». Младший Адольф больше любил заниматься изобретением новых моделей и их пошивом, а старший Рудольф был силен в маркетинге. Совместными усилиями ребята достигли немалого за 20 лет. Придумали и выпустили футбольные бутсы, атлеты в их продукции выигрывали Олимпийские игры, а фабрика имела 2 полноценных цеха и изготавливала около 200 пар обуви в день. Но в 1946 году братья очень жестко поругались из-за разногласий по развитию компании и политических взглядов. Они вообще перестали общаться и решили разделить семейный бизнес поровну. Братья договорились, что никто из них не может использовать прошлое имя фабрики – Даслер. Так оба решили назвать свои собственные фирмы путем соединения первых букв имени и фамилий. Старший придумал Руда – Рудольф Даслер, а младший Ади Дас от Адольф Даслер. В результате со временем сложилась уникальная ситуация, когда штаб-квартиры двух крупнейших производителей спортивных товаров находится в нескольких сотнях метров друг от друга в маленьком местечке с 20 тысячами жителей. Герцогенаурах называли городом согнутой шеи, потому что горожане, идя по улицам, рассматривали, у кого какая обувь. Даже люди разделились на два лагеря. Было похоже на противостояние в лютом дерби. Два городских футбольных клуба, конечно же, заняли разные стороны. Один играл исключительно в Adidas, другой в Puma. С этой временной точки начинается отдельная история двух гигантских мировых спортивных компаний, полные сражений за амбассадоров, конкуренции по продажам, скандалов и крутых изобретений. Название Руда продержалось недолго. Рудольф решил сменить его на Puma. Такое прозвище было у него в юношестве. Также оно ассоциировалось со скоростью и ловкостью, то, что нужно спортивному бренду. В дальнейшем компания всегда старалась соответствовать этим характеристикам. Первым глобальным продуктом новой фабрики стали дико стильные футбольные бутсы Puma Atom с отвинчивающимися шипами в 1952 году. До сих пор непонятно, кто же на самом деле был автором этой технологии, ведь в то же время Adidas выпустил обувь с подобной системой. Младший брат оказался более проворным и обул в свои бутсы сборную ФРГ на Мундиаль 1954 года, который та выиграла. Босс Puma был в ярости, что не его обувь вошла в историю. Он считал, что Адольф успел подсмотреть его наработки. В дальнейшем на футбольном рынке Puma всегда люто билась с Adidas. Но об этом чуть позже. Несмотря на первую неудачу с футбольными бутсами, Puma набирала вес в других видах спорта. Атлеты в обуви этого бренда достигали крутых результатов. Золото на Олимпиадах и чемпионатах мира. Рудольф выстраивал имидж компании так, чтобы она ассоциировалась с победами, скоростью и инновациями. Он четко решил дистанцироваться от Адика. Руди не сосредоточился на одном излюбленном виде спорта, как брат, на футболе, а постоянно расширял сферу деятельности. Компания вводила в круг своих интересов легкую тяжелую атлетику, баскетбол, велоспорт, регби, теннис. Но не только ширине ассортимента и маркетингу он уделял время. Без крутых технологий обставить брата было бы очень сложно. Так в 60-м Puma внедрила революционный для тех времен технологический метод, соединяя подошву с верхом обуви при помощи вулканизации. А чуть позже появляется еще одно ноу-хау – липучки вместо шнурков. На тот момент это было реально круто. А в 67 году родился логотип Puma, который сейчас знают во всем мире. Его автор-карикатурист Луц Беккес провел несколько часов в зоопарке рядом с клеткой одноименного животного и понял, что оно вообще не сочетается с грациозностью и легкостью, о которой в техническом задании упоминал Рудольф Даслер. Я взял блокнот и уселся перед клеткой с пумами. Передо мной красивое, сильное, но не изящное животное с большим задом. В соседней клетке сидела черная, гибкая, элегантная пантера, вспоминал Беккес. Художник посоветовал компании использовать ее изображение в лого, а также рекомендовал поменять название фабрики. Да, но меня в детстве звали Пума, а не Пантера, злился Рудольф. Художник предложил около 200 вариантов лого, но все было не то. Тогда он пошел на хитрость. Нарисовал тело и движение пантеры, добавив голову пумы. И это сработало. В качестве гонорара Луцу предложили два способа оплаты.
Либо отчисление с продаж в размере половины евроцента на наши деньги за каждый продукт Puma с его логотипом, либо фиксированная выплата по текущему курсу около 255 евро. Даже Герт Даслер, сын Рудольфа, который вовсю помогал отцу, убеждал художника согласиться на комиссию. «Возьми полцента за штуку. Ты сделал хорошую работу. Может быть, мы будем и дальше использовать твой рисунок», — говорил он. Беккес прикинул в уме. За 5000 выпущенных сумок с лого он получил бы всего примерно 25 евро по текущему курсу. Смешные деньги. Луц выбрал 255 евро сразу, а также попросил пару кроссовок и сумку. Так он упустил шанс стать феноменально богатым человеком. По подсчетам одного журнала, на данный момент художник владел бы состоянием около 22 миллионов евро, если бы получал полцента за каждый проданный товар с лого кошки. А вам жалко этого парня? В 70-е Уолт Фрейзер выиграл чемпионский перстень NBA в кроссовках Puma, а через 10 лет амбассадором бренда стал теннисист Борис Беккер, самый молодой победитель Уимблдона в истории. В 1986 году Puma удивила весь мир, выпустив умную обувь, именно то, чем сейчас гордятся многие компании. В кроссы был встроен датчик, который фиксировал скорость и дистанцию спортсмена. Зацените, как они выглядели. А в конце 80-х компания перестала быть семейной. Уже сыновья Рудольфа, Армин и Герт, управлявшие в тот момент Puma, выставили предприятие на продажу и избавились от 72% акций. А в 91-м в корпорацию пришел новый генеральный директор, не связанный родственными связями с Даслерами. Его задачей было не уступать активно развивающимся конкурентам и найти новые ниши. Компания отошла от спорта в узком смысле и стала производить обувь и одежду для активного образа жизни, лайфстайл, для широкой аудитории. Стали создавать коллекции для детей, для молодежи, для среднего поколения, для пожилых людей. К сотрудничеству привлекались модные дизайнеры, а технологи добивались максимальной практичности продукции при снижении ее себестоимости. В начале 90-х Puma зарелизила технологию, которая живет по сей день – систему шнуровки диск. Обувь фиксируется простым поворотом этой штуковины. Представьте, как это было круто в то время. В шиповках с этой системой амбассадоры выиграли 3 золота на Олимпиаде 92 года. В 96-м компания поразила всех своим маркетинговым ходом. Спринтер Линфорд Кристи, помимо выступлений в кипе бренда, надел на пресс-конференцию линзы с логотипом Puma и шокировал весь мир. Спустя более чем 20 лет этот случай по-прежнему шокирует. В 2000-е и 2010-е бренд по-прежнему активно искал новые ниши. Формула-1, гонки яхт, бокс, гольф, йога, киберспорт. Список амбассадоров Puma всегда был полон топ-звездами. Оскар де ла Хойя, Михаэль Шумахер, Серена Уильямс, Усейн Болт. И, конечно же, было много интересного в футболе. Несмотря на активность в других видах спорта, футбол в любом случае был важен. И уж тем более Рудольфа Даслера не могли не будоражить и не мотивировать сначала успехи компании брата, а потом и дерзкие американцы из Nike. Но стоит сказать, что конкуренция шла на пользу индустрии в целом. Ведь благодаря борьбе брендов рынок развивался семимильными шагами. Было много интересных фактов противостояния. Например, в 1958 году Рудольф оспорил в суде рекламный слоган «Adidas – лучшая в мире спортивная обувь», так как сборная команды Бразилии выиграла мундиаль, выступая в бутсах Puma. Разве могут чемпионы носить не лучшую кипу? Преданность бренду во второй половине 20 века скандально доказали сразу 2 великих футболиста. Они шли наперекор техническому спонсору своей команды, Адику, и не подчинялись требованию сменить марку Boots. Сначала была известная история с Йоханом Кройфом, который мало того, что не отказался от Boots Puma, но и убрал лого Adidas со своей формы сборной Голландии и играл в майке с 2 полосами на рукавах вместо 3 на Мундиале 74. Один в команде. А затем Лотар Матеус в 80-х ни в какую не соглашался сменить поставщика обуви в случае перехода в Баварию, которая экипировалась Адиком. Полузащитник родом из Херцогенаураха. Его отец работал на заводе Puma. Любовь к бренду была сильнее желания играть в Баварии. В конечном итоге боссы клуба пошли на уступки талантливому футболисту. 2 десятками лет раньше, в 1968-м родилась культовая модель Boots Puma King с фирменной полосой сбоку, которая выпускается по сей день. Она была выполнена из кожи кенгуру и имела специальное водоотталкивающее покрытие. За несколько месяцев до чемпионата мира 70-го года Армин Даслер, сын Рудольфа, сменивший отца к тому моменту, принял на работу проживающего в Рио-де-Жанейро журналиста Генса Геннингсена, имевшего хорошие связи в Южной Америке, чтобы он убедил как можно больше местных футболистов выступать в бутсах Puma. Но Геннингсену было приказано не обсуждать данную сделку с Пеле.
Это объяснялось тем, что Армин и Хорст, сын Адольфа, который к тому моменту стал главой Адика, ранее заключили тайное соглашение, согласно которому обязались не переманивать друг у друга футболистов, а также не подписывать контракт с Пеле, чтобы избежать скачка сумм рекламных сделок. Однако Пеле, знавший о соглашениях своих партнеров по сборной с Пума, высказал Геннингсену претензий, и Пума решила нарушить договоренности. Контракт королю футбола был предложен, а Адик был шокирован. Так война отцов-основателей двух компаний переросла в войну сыновей-наследников. На матче открытия Пеле вышел в новеньких Puma King и показал их всему миру, начав демонстративно завязывать шнурки перед стартовым свистком. В этих бутсах играли и другие легендарные футболисты. Диего Марадона, Йохан Кройф, Эйсебио, Лотар Матеус. Реально культовая модель. Стоит сказать, любить Пуму было за что. Продукт был высококлассным и технологичным. Вот несколько значимых футбольных релизов в истории кошачьего бренда. Еще в 60-м компания произвела бутсы с текстурированным верхом. То, что сейчас используют многие компании. Похоже, что именно эта модель всерьез повлияла на современные технологии в виде разных вставок для лучшего сцепления с мячом. Также в 70-х Puma выпустила модель бут с вырезанным участком в области ахилла, снижающим нагрузку. Вы ведь видели, как некоторые футболисты вручную кромсают свою обувь как раз в районе пяток, например, Каутиньо. Очень странно, что сейчас таких моделей не выпускают прямо с конвейера. В 80-х культовая модель Puma King получила революционную, легкую и маневренную подошву. Марадона в таких бутсах забил 2 своих самых известных гола в ворота англичан. В 2002 году маркетологи и инженеры Puma сразили всех наповал, выпустив форму для сборной Камеруна без рукавов к Кубку Африки. Причиной такого смелого дизайна послужил не только возможный хайп, но и реальная проблема. Сотрудники бренда заметили, что футболисты из-за жары закатывают рукава. Неукротимые львы выиграли тот турнир, но получили бан на форму. По правилам FIFA рукава должны быть обязательны, ведь на них размещается разная реклама и патчи турнира. К мундиалю Puma просто пришила на форму черные рукава, которые контрастировали с основой. А в 2004 году на Кубке Африки компания решила провести еще один эксперимент с формой Камеруна, сделав ее в виде обтягивающего комбинезона. Фишкой комплекта, по заверению бренда, было то, что соперники не могли больше хватать за футболки неукротимых львов, а также сами камерунцы не получали бы карточки, снимая майки после забитых голов. Не поверите, но и эту форму FIFA забраковала, ничего толком не объяснив и оштрафовав Камерунскую федерацию. Руководство Puma до сих пор уверено, что это произошло по причине влияния Адидаса на FIFA. Кстати, тот комбинезон надевался с помощью молний на плечах. Вы наверняка задавали себе вопрос, как это работало. На каждом крупном футбольном турнире Puma находила способ удивлять и продвигать свою продукцию. Неважно, будь это яркий амбассадор или разноцветные бутсы, пестрящие на ТВ-картинке. Бренд был в центре внимания. За всю историю мундиалей 45 команд играли в форме от Puma. Сборная Италии в 2006 выиграла заветный трофей. А футболистов, которые выиграли кубок в бутсах с лого дикой кошки, и сосчитать сложно. Бренд по-прежнему старается соответствовать своей идеологии и быть самой динамичной компанией для самых быстрых спортсменов. За 70 лет Puma достигла капитализации более чем в 5,4 миллиарда евро. Продукция продается в 120 странах, а на благо общей цели трудится около 13 тысяч человек. Если говорить о футболе, то Puma пытается держаться в топе и настигнуть убежавших вперед конкурентов, которые уделяли чуть больше внимания этому рынку. За последние 2-3 года проделана колоссальная работа, инвестировано немало денег на развитие футбольного подразделения. Все благодаря новому руководителю компании, бывшему профессиональному игроку Бьорну Гульдену. Бутсы продвигаются путем поиска новых амбассадоров, экипировка за счет партнерства с клубами и сборными. Зацените, кого немцы и звезд подписали за последнее время. Давида Сильву, Зинченко, Облако, Лукаку, Суареса, Кулибали. Этот список растет. Вот символическая сборная бренда, которую мы не так давно составляли. Очень много топов, включая Гризмана и Агуэро. На данный момент бренд продвигает 3 силуэта бутс: синтетические Future, кожаные One и классические King. Но несмотря на в целом технологичную обувь и крутых амбассадоров, на этом рынке бренд имеет лишь около 7%.
Адик и Nike оторвались далеко, но есть ощущение, что скоро что-то может поменяться. Из клубов на контракте у корпорации действующий чемпион АПЛ Манчестер Сити, а также Боруссия Дортмунд, Милан, ФК Краснодар и скоро присоединится Атлетико Мадрид. Конкуренция здесь не менее жесткая. Чтобы подписать элитные команды, нужно очень много в это инвестировать. Среди 98 команд топ-5 европейских чемпионатов 12 выступают в форме с логотипом кошки, что чуть более 12%. Среди сборных в форме Puma играют Италия, Уругвай, Сербия, Швейцария, Чехия, Словакия и несколько африканских команд. С сезона 19-20 бренд стал официальным поставщиком мячей для испанской премьеры. Это большое событие, учитывая, что национальные турниры были практически монополизированы Nike. Puma также вполне успешно конкурирует на рынке вратарских перчаток, экипируя топовых стражей ворот. Около 10% голкиперов из европейских чемпионатов выступают в кипе бренда с кошачьим логотипом, среди которых Донарума, Лена, Буфон и Облак. Компания по-прежнему штурмует новые ниши, например, баскетбол и киберспорт, сотрудничает с суперзвездами даже из мира шоу-бизнеса, вроде Джей Зи, Рианы и Селены Гомес, и, конечно же, трудится над новыми технологиями. Вот топ-3 самых крутых и актуальных разработок от Puma на данный момент. Бутсы с настраиваемой шнуровкой. Они не похожи ни на одну модель конкурентов на рынке. Крутое изобретение Puma, позволяющее адаптировать обувь для стопы практически любой формы и ширины. Осознали проблему и придумали ее решение. Кроссовки с живыми бактериями, которые подстраиваются под биологические особенности их владельца. Они сделаны из материала, полости которого заполнены микроорганизмами. Бактерии могут ощущать пот или тепло. Чем больше пота и тепла, тем они активнее. Микроорганизмы избирательно удаляют материал с обуви, создавая уникальную систему вентиляции в тех местах, где это нужнее. Реально какая-то фантастическая штука. Одежда с терморегуляцией. Если спортсмен движется, вентиляционные клапаны открываются, позволяя холодному воздуху входить и выходить теплым после того, как он нагреется, что оптимально регулирует климат тела. А если атлет остановился, отверстия закрываются. Эта куртка была настолько крутой, что выиграла в номинации «Верхняя одежда» на выставке ISPO Award 2016. А еще компания серьезно заморочена на защите окружающей среды и тратит большие силы на исследование данного направления. За несколько лет Puma всерьез снизила процент вредных выбросов на своих предприятиях путем оптимизации производства и разработки новых экологичных материалов. На сайте компании указано, что защита природы – одно из приоритетных направлений немецкого экипировщика. Не может не вызывать симпатии. Несмотря на то, что российский рынок не так интересен для многих экипировщиков, Puma у нас довольно активна. Все новинки поставляются оперативно. Компания устраивает классные презентации, вроде приезда Тьерри Анри, на которой мне удалось побывать. Отдел маркетинга активно сотрудничает с лидерами мнений из мира шоу-бизнеса, спорта и ютуба. Среди амбассадоров Федук, Луна, Алина Загитова. Бренд активно работает в соцсетях именно с русскоязычной аудиторией. Группа ВКонтакте насчитывает около 350 тысяч подписчиков, а паблик в Инсте в районе 75. В российской премьер-лиге в экипировке от Puma играют две команды – Краснодар и Крылья Советов. Несколько футболистов являются амбассадорами бренда, например, Матвей Сафонов и Илья Кутепов. Первые магазины Puma в России были открыты в 1999 году, а сегодня компания работает в 18 городах страны. Ну а если вы ищете продукцию бренда с хорошей скидкой, заходите на наш сервис Мяч Маркет. Там порой попадаются очень сочные товары немецкого экипировщика за приемлемый прайс. Ссылка в описании. Экономьте. Вот так во многом благодаря острой конкуренции Puma подарила немало классных продуктов всему миру. Мне кажется, самое крутое в этой истории то, что когда-то маленькое предприятие благодаря упорному труду превратилось в самостоятельного гиганта индустрии, который жив и процветает даже спустя десятилетия после отхода от дел семьи основателя. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы оцените его жирным лайком. Давайте наберем 6000 и я приступлю к созданию ролика о другой компании. Какой? Пишите в комментариях. Adidas? Nike? Может что-то из олдскула типа Umbro? Решать вам. Зацените наши прошлые ролики, например, историю Under Armour. Говорят, получилось интересно. Я Юра Русанов, Мяч Лаб. Будьте быстрыми, как амбассадоры Puma. Пока.